Мої вам вітання. Я Світлана і я знов пропоную вам помилуватися моїми трояндами. Собаки замерзли, у нас очень холодно. Гуляют всего по 1 минутке, а потом вот так вот сидят и ждут, когда их пустят домой. Но мы с мороза, с холода сейчас отправимся в лето. Я покажу вам розы питомника Кордес и немножко других питомников розы, которые не вошли ни в один из моих рейтингов. Будет очень красиво. Розы там и плетистые, и флорибунды, и чайно-гибридные, и необычные. Идемте. По традиции немножко расскажу вам про этот питомник. Вильям Кордес и сыновья. Думал ли, гадал ли в далеком 1887 году Вильям Кордес, что дело его продолжится не 2, не 3, а целых 5 поколений. Обычно дети не хотят продолжить дело родителей, ищут какую-то свою линию жизни, но тут все совпало. Это одни из самых известных селекционеров роз в Германии. Семейное дело. Ежегодно компания продает более 2 миллионов роз. Ну, вообще, многие питомники на широкую ногу уже как стали розами заниматься, так миллионами считают их. Кордес избрал своей целью неприхотливые зимостойкие сорта роз выводить. Ну, немецкое качество, как мы знаем по предыдущим моим обзорам. Главное, большинство сортов очень устойчивы к холодам и неприхотливы к почве. Имейте это в виду, когда будете заказывать свои розы Кордес. У питомника большой сад, большие тепличные хозяйства, большие поля. Все для селекции. Почти все сорта Кордес имеют сертификат АДР. Такую награду по результатам всеобщего тестирования немецкого получают самые устойчивые к болезням и выносливые сорта. Зимостойкость, устойчивость к болезням, пышное цветение, все самое-самое. Первая роза от Кордес у меня Шарап Вестерленд. 1969 года. Давно эта роза была уже селекционирована. Куст рослый, мощный. У меня зонирует техническую зону сада и вот тут возле рододендронов. Роза немного выдерживает полутень. Лист темный, зеленый. Цветки, видите, такие лососево-оранжевые с переливами. В более прохладную погоду немножко больше у нее таких малиновых оттенков. А если тепло и даже жарко, уходит немного в золотисто-желтый в центре. Видите? Переливы цвета. Очень-очень душистая роза. Ароматная. Мощная. Цветет кистями. В соцветии до 9-12, может быть, цветов раскрываются поочередно, и период цветения длится очень долго. У нее редкие шипы, что плюс. Но ветви очень крепкие и не гнутся. В принципе, ее, наверное, можно и не укрывать, но я экспериментов ставить не хочу. Укрываю ее, так вот согнуть не могу, имейте в виду. И поэтому я ее где-то на сантиметров 70 обрезаю и просто так оборачиваю спанбордом. И все. У меня она получается где-то до 2 метров. Ежегодно укорачивается.
роза нравится. Я видела видео про эту розу, так там хозяйка один куст посадила, он ей так понравился, и после этого у нее 12 кустов Вестерленда. Ну, не знаю, мне кажется, это перебор, хотя мне роза одна понравилась, Жанна Моро. У меня уже больше 9 кустов ее. Следующая роза, которую хотела вам показать, это роза герцогиня Кристиана. 2013 год селекции из сорта серии парфюма. Цветки у нее помповидные. Я бы сказала пионовидные, как помпон такой. Раскрывается постепенно. Розетка у нее немножко приплюснутая. Лепестков очень много, до 100. Кустик компактный, где-то 80-90 сантиметров по высоте и сантиметров 60 по ширине. Выдает вот такие стрелки. Смотрите, как много бутонов. Тут, наверное, 30. Зависит, наверное, от ухода. Нежно-нежно-розовое дыхание в центре, а по краям лепестки выгорают до кремовых. Оттенки такие лаванда-розовые, я бы сказала, этой розы. Аромат фруктовый. Лимона, малины, свежих яблок. Парфюмированная даже роза. Это точно. Кусты, видите, вертикально вверх держат. Ветви посажены у меня недалеко от качелей. Очень красиво. Смотрится, особенно вечером аромат идет. Она такая красивая. Эта роза нравится. Ароматная флорибунда. Если у вас еще ее нету, посадите. Герцогиня Кристиана. Роза необычная и красивая. Необычно красивая. Абракадабра. Маленькая, но считается флорибундой. До метра где-то высота этого кустика растет у меня вместе с темными розами, потому что у нее темные цветы, но с сюрпризом. Диаметр цветочков совсем небольшой, где-то 6-8 сантиметров, она внизу там незаметная. Она темная, но не всегда. Относится вообще-то к пестрым. У нее цветы могут быть с пестрыми штрихами желтого, кремового и даже белого оттенка. Ни один цветок не повторяет другой. Абсолютно все разные. Аромат очень легкий, я бы даже сказала, вообще его нету. Лепестки сложенные такими треугольничками заворачиваются. Почему-то она мне нравится, не знаю. Такая необычная, пестрая розочка. Имеет зеленый лист, такой яркий, прямо красивый, не темный. Если не обрабатывать, конечно же, может поразиться черной пятнистостью. Ну, а вообще не замечено в болезнях. Довольно стойкий, хороший сорт. Ее можно даже в качестве бордюра на передний план куда-то, потому что куст небольшой. Я бы рекомендовала, если вы любите такие необычные, смешнючие розочки. Роза ловила кота. Шарап. Селекция 2013 года. Кордес. Цветки густо-махровые. Цвет очень яркий. Медно-желто-оранжево с малиновыми оттенками, когда прохладно. Бывают веснушки от перепада температур. Цветет крупными соцветиями. Я эту розу искала, нашла не сразу. И она прямо украшает это место в моем желтом розарии. Но она бы больше относилась к оранжевым, не желтым. Я думала, немножко другой оттенок. Посадила ее сюда. И посадила близко к дорожке. Надо было все-таки на второй план. Кусты у нее
очень высокие, вертикальные, стройные такие. У розы высокая устойчивость к мучнистой росе, к черной пятнистости, высока и хороша. Ну вот сказала веснушки, и когда температура меняется, холодно, она такая аж малиновая становится. Густомахровые, листва салатовая у нее такая, выстреливает такими стрелками, видите, высокими и огромными букетами. Есть обзор этой розы, можно посмотреть. Я бы сказала даже роза праздник. Нравится эта роза мне, создает настроение. Ну а мы сейчас посмотрим мою розу Wedding Bells. Кордес, 2001 год. Нежно-нежно розовая с перламутровыми переливами. Хороша. Высокий бокал. Густо-махровая. И посажена компаньоном на мой маленький розовый круг к розе Жанна Моро. Я думаю, я не ошиблась с выбором, когда их вместе сажала. Долго выбирала для этой клумбы розы. Цветок держит средне долго. Единственное, у нее тоненькие лепесточки. И вот видите, немножко подгорела. Жанна Моро хорошо, а у Wedding Bells немножко подгорелы лепесточки. Свадебные колокола переводится ее название. Сильно много лепестков, закручены так. Выгорает до бледно-розового. Ароматная. С такими нотками миры. Ну, такой интересный у нее аромат. Считается розой очень устойчивой к холоду, и я эту клумбу, подтвердилось это, я эту клумбу укрываю просто еловыми сосновыми ветками. Хвойными можно накрывать, мульчировать высоко торфом или травой сухой, или чем-то замульчировать, окучить кусты, и они зимуют хорошо. В болезнях эта клумба у меня не замечена. Смотрится очень парадно, празднично. Розами тут довольна. Никаких с ними проблем нету. Роза Wedding Bells. Ну а сейчас покажу вам гирлянд Амур. Это уже селекция Ленс, Бельгия, 1993 год, довольно давно. Мускусная роза. Очень красивые, но маленькие цветочки. Их много-много, и издали создается эффект белой пены. Красивая. Роза мускусная, но для себя я почему-то выяснила, что мне такие не нравятся розы. Хотя фон какой-то она создает. Но сильно много мелких цветов надо более далеко сажать. Поэтому я ее отсадила туда за качелю на задний план, и хочу сказать, настолько она сильно разрослась, пересадку перенесла, даже не заметила. Куст поломала я при пересадке, это прошлой весной было, ранней. Думала, хоть бы вообще зацвела, а они так поразрастались, вот эти две половинки куста, и пеной прямо белой действительно закрыли мне за заднюю часть качели. То, что и надо было. Лист мелкий, зеленый, ветви гнутся, хорошо наклоняются, но в принципе сорт не боится холода. Ароматно. Ее можно выращивать и как плетистую, и как высокий шарап. Считается, хорошо черенкуется. Вот поэтому у меня куст и хорошо, и нарос не заметил пересадку. Ну а следующая роза тоже белая, тоже плетистая. Послушайте, что я про нее сейчас скажу. Long John Silver. Это
очень старая роза селекции 1934 года, США. Смотрите, какая она колючая, и это зеленый побег. Она вот этими шипами цепляется за стены, за опоры, и очень про нее. Главное, это самая длинная плетистая роза. До 7-8 метров эти плети. Это так и есть. Я в каком-то видео вам показывала, я на осень распутывала ее, укрывала. Это какой-то монстр розовый. Это рамблер. Цветет один раз в начале лета. Цветет очень обильно, и у нее такие бутончики, как фонарики, и раскрывается один, другой. Видите, как много таких бутончиков круглых? И создается впечатление очень долгого цветения. Как я сказала, цветет один раз, но у меня во второй половине лета одиночные цветочки были. Немного, но были где-то с десяток. Эту розу хорошо как ширму использовать. У меня посажено 3 куста, и они будут обвивать дом. Тут угол дома, и с той стороны роза самая мощная, плетистая. Цветочек красиво сложенный, махровый и белый-белый. Самый белоснежный, мне кажется, из всех плетистых белых роз. Вот что про нее интересного я вам рассказала. Ну а следующая роза, яркая, неповторимая, Мейнтауэр. Кто оригинатор, неизвестно. Великобритания. Клаймбер. Ветви жесткие. Уложить их на зимовку проблема, как с Вестерлендом. Ароматная. Но у этой розы есть такой как бы недостаток. У нее узкий куст, и внизу цветов нету. Она растет высокой такой. Ее, наверное, надо сильно горизонталить, хотя я пытаюсь это сделать, но все цветы наверху. То есть ноги надо укрывать, закрывать какой-то розой. Ну, поэтому эта проблема не есть. Яркая роза, такая оранжево-алая. Цветок до 12 сантиметров. К дождю устойчиво, к болезням устойчиво. Мне эта роза тут очень нравится. Как-то она попала к месту. Тут у меня гортензии, видите, закрывают ноги ей. И поэтому очень красиво из окошка веранды. Летом она радует глаз. Ну а следующая роза не менее яркая, оранжевая. Сегодня почему-то много оранжевых роз у нас. Easy Does It. Хакнес, Великобритания, 2010 год. Я вам ее редко показываю, редко снимаю. Растет вот тут на круглом газоне, слева на экране. В кадр попадает крайне редко. Более известные красотки на себя забирают внимание. Но скажите же, красивая. Отличается, смотрите, чем резными такими лепестками. Этот сорт очень нравится садоводам Австралии, Японии. Почему? Неизвестно. Такая она как немножко лохматенькая, я бы даже сказала. Апельсинового цвета роза. Ну а когда отцветает, он такой светлее и оранжево-розоватым становится. Необычная роза, да? Очень много цветов, обильно цветущая. Ну а эта роза, опять же, необычная. Вы сейчас не узнаете ее. Вот такая она в холодную погоду расцветает, а вот такая в жаркую становится пестренькая. Или когда отцветает уже. У нее такие остренькие на краях лепесточков, видите? Как остренькие такие лепестки. И реверс, светлый реверс. Чем понравилась эта роза, когда я выбирала? Мне нравятся розы, у которых оборот лепестка другого цвета.
Цветет пышно, цветы сами не опадают. Листва красивая, здоровая, салатовая. Это флорибунда, поэтому она так пышно и красиво цветет. До метра ее высота, можно и на передний план, можно и на второй. Очень устойчива к болезням, к заболеваниям. Но когда она цветет вот таким ярким розовым, мне она нравится больше. Сорт неоднозначный. Не всем нравятся пестрые, не всем нравятся такие двойного цвета цветы. Но меня она вполне устраивает. Переводится ее название «Давайте праздновать», «Let's celebrate». Поэтому, если хотите что-то необычное в сад, можно вот такую розу флорибунду посадить. Украсит она клумбу, это однозначно. Ну а следующая тоже розовая роза Ля Фонтен Перле. У меня есть ее обзор. Мишель Адам, 1999 год селекции. Нежно-нежно розовая, чайно-гибридная, но куст высокий. Растет у меня на большом розовом кругу, занимает много места. Высоту она может и 1,5 метра свободно взять, видите? В ширину, конечно, чуть уже, где-то сантиметров 70. В начале цветения цветок чайно-гибридной формы раскрывается в такую немного плоскую розетку. Листва глянцевая, красивая, роза праздничная, очень устойчива к болезням и создает такое настроение. Розовый у нее не холодный, а такой ближе к теплому розовому. Выцветает в белый цвет. Немножко даже с лавандовым, я бы сказала, оттенком. Размер цветка 12-14 сантиметров. Держит себя сама, без опоры. Роза нравится. Я даже подумывала, если бы я не Wedding Bells посадила на большую круглую клумбу, то, наверное, выбрала бы этот сорт. Посмотрите обзор, там более подробно ее характеристики описаны. Но роза очень украшает эту часть сада, и видна она хорошо с террасы. Слегка ароматно. Ну, еще одну розу хотела показать. Она в сегодняшний рейтинг не очень вписывается. И я ее показывала, когда желтые розы показывала. Она первогодка, поэтому особо судить не надо. Подгорела на 43-градусной жаре. Но смотрите, какой у нее потенциал. Это плетистая роза Зомер Гольд. Когда выгорает, наружные лепестки становятся светлее, темно-зеленый лист, но как красиво уложены лепестки. Мне кажется, потенциал у этой розы не раскрытый. Я очень жду ее цветения в этом году. Плетистая, но не сильно высокая. Ну, посмотрим, как она себя покажет. Роза нравится. Ну, вот такие у меня сегодня розы были. Какие-то, если вам понравились, ищите в питомниках. Уже можно давно заказывать. Украшайте сады розами. Это очень-очень празднично. Можно сад, конечно, и без роз. Будет малоуходный, красивый, зеленый, но розы создают настроение. Я вот, например, уже не представляю, если бы в моем саду роз не было. Хотя хвойные и остальные растения я люблю очень. В моем саду около 200 сортов роз. Больше я не планирую добавлять. Единственное, если где-то или выпал какой-то сорт, или пришлось отсадить, убрать, то на их место будет появляться другая роза. Ну что,
Весна совсем-совсем скоро. Осталось каких-то 7 дней. И будут у нас новые дела в саду. Пчела какая красивая. С розы на розу. Скоро-скоро уже такие будут у нас виды в саду, и будем пить кофе, наблюдать за пчелами, за птицами. У нас, кстати, птицы поют так громко. Весну чувствуют, а на улице -10. Всего хорошего. Задавайте свои вопросы. Делитесь своими впечатлениями о сортах, которые я вам сегодня показала. До встречи!